Всем добрый день. Позади уже произвольные программы в парном катании. Конечно же, в первую очередь хочется поздравить абсолютно всех наших замечательных вторых половинок, мам, жен, сестер, бабушек, дочек, всех-всех с Международным женским днем, конечно, с днем весны. Хотелось бы, чтобы снег поскорее растаял и все-таки солнышко окутало нас своими объятиями. Но, возвращаясь к финалу Гран-при, который проходит в эти дни в Челябинске, конечно, с нами сейчас в Кисен-Край, собственно, в том месте, где порой спортсмены плачут или радуются как раз те спортсмены, у которых золотая медаль еще и финала Гран-при. Александра Байкова и Дмитрий Козловский вместе с нами. И также, конечно, неоднократная чемпионка мира и Европы Женя Медведева. И первый вопрос хочется задать. Во-первых, мы, конечно же, вас поздравляем. Очередная золотая медаль после золотой медали чемпионата России. Но вопрос состоит в том, что и на чемпионате России, и здесь не обошлось без ошибок. С чем вы связываете все-таки не столь чистое катание? С попыткой исполнить четверной сальхов, упором на этот элемент? Или все же, например, большой перерыв между чемпионатом России и финалом Гран-при? Ваши эмоции после проката и все же почему? Ну, хочется сказать, что все старты друг от друга отличаются подготовка к различным турнирам. Но у нас наблюдается очевидный прогресс. Мы понимаем, что четверной выброс — это элемент очень рискованный, и вероятность ошибки на нем очень-очень велика. И что касается этого турнира, в принципе, если не считать четверного выброса, со всеми элементами мы справились на очень хорошем уровне. На предыдущих как раз турнирах ошибки у нас наблюдались именно на сторонних элементах. Но я могу сказать, что этот турнир для нас прошел очень-очень хорошо. Мы показывали хорошее катание, хорошие качественные элементы. И в целом я очень доволен именно в первую очередь даже не результатом, а тем, как у нас получилось презентовать эти программы. Ну и хочется отметить, что в этом сезоне мы с Сашей выиграли все основные турниры. И для нас это очень важно. А говорите, что не важны места. Ну, конечно, важны. Без вариантов. Мы, в конце концов, за что медали-то получаем? За места. Почему нас помнят как спортсменов? Помнят это те, кто уже закончил, а вас знают. Мы пока еще в игре. Ну, кто-то, может быть, уже не смотрит фигурное катание, поэтому просто помнит нас. Но если учитывать то, что этот турнир один из заключительных турниров в этом сезоне, этот сезон у вас выдался таким, как на американских горках. Мы вот сейчас за кадром с Димой это обсудили, что туда-сюда по настроению вас мотало. Но тем не менее, в основном золото главных стартов этого сезона у вас. Если подводить итоги, если взять все аспекты, и сложность исполнения, и прыжковый турнир, на котором вы тоже прекрасно себя показали, мы видели огромное количество замечательных попыток четверного у вас там, не все получалось, но тем не менее, в общем и целом, этот сезон для вас какой? Однозначно хороший. Надо только сделать небольшие выводы о том, что надо быть поувереннее в себе. Вот сегодня, например, мне просто не хватило наглости в четверном выбросе. Надо было просто вот пойти на него как в омут с головой, короче, честно говоря. Саша, не надо, в омут как раз-то примерно-то и отправилась. Надо, наоборот, идти уверенно на выезд, Саша, не надо так. Ну, в общем, просто поувереннее надо быть, как-то в себя до конца верить, верить в своего партнера, но в партнера я не сомневаюсь, вот, и просто быть как-то позлее, наверное. А что нужно сделать для того, чтобы быть позлее и поувереннее? Всегда же есть причины и следствия. Просто так это же из серии «болеешь, не болей». Вот не уверена, будь поувереннее. Это же так не работает. Есть какие-то, может быть, твои личные способы, чтобы вот взрастить себе вот эту соревновательную, ну, давай честно говорить, злость, потому что в спорте без этого никуда. На самом деле надо выбросить просто лишние мысли из головы на заходах на элемент, потому что, честно, я сегодня заходила на каскад, у меня полезли какие-то сомнения в голове. Я, слава богу, успела их перебороть перед каскадом, и я этим очень довольна. В плане работы над собой. Да, было заметно, что ты между прыжками такая... Прыгать, не прыгать, прыгать, не прыгать. Там уже было в атаку! Нет, а так надо быть позлее вот в мыслях и, наверное, подходить к стартам с более холодной головой, а не как-то в плавающем состоянии.
более холодной головой. Давайте чуть-чуть поковыряемся в этом значении, в смысле. А что значит с твоей стороны вот с более холодной головой? И, например, твоя фраза, что быть более уверенной, не без каких-либо сомнений. Нет ли ты умеешь управлять вот этим своим состоянием? Ну, пока не всегда получается. В принципе, умею. А быть с холодной головой, это значит не эмоционировать, если что-то не получается в последнюю неделю перед соревнованиями. Либо, Сашуль, можно просто сотрудников попросить сделать похолоднее здесь на арене, чтобы тебе голову наоборот как-то нет. Тоже не вариант. Но мне импонирует очень вот эта связь между вами, и не только партнерская в плане фигурного катания, но еще и дружеская, и самое главное, с элементами юмора. Основной сезон позади, впереди только такие, можно сказать, выставочные турниры, где вас в следующий раз можно увидеть, ждать ли от вас новых программ. И, наверное, всех зрителей интересует, начинаете ли вы выбирать уже музыки для следующих программ, на следующий сезон? Безусловно, мы будем принимать участие в Кубке Первого канала. Потом, наверное, уже можно сказать, что мы примем участие в русском вызове. А дальше уже у нас планируется наш стабильный ежегодный тур Дери Тутберидзе. Поэтому я думаю, что нам предстоит еще очень много встреч с нашими дорогими болельщиками в разных уголках нашей страны. И не только. Я так понимаю, что впереди огромное количество всевозможных и в том числе очень мега артистических программ. Если честно, мне очень нравится именно финал последних сезонов, потому что после череды таких, ну, прямо крупнейших, очень серьезных стартов, как чемпионат России, как и финал Гран-при, дальше идут такие турниры, где можно, правда, расслабиться и можно поискать себя, в каком направлении дальше развиваться. Конечно, Кубок Первого канала 21-22 марта в Санкт-Петербурге, 4 апреля тоже Санкт-Петербург. Это уже русский вызов. Такое, знаете, как после сытного обеда, вот такой десерт, потому что это праздник и для нас, и для... А можно вам вопрос задать? Легко. Вы будете принимать в этом году участие в русском вызове? Прекрасный вопрос. Алексей Константинович в последнее время, если раньше лет 10 мог планировать чуть-чуть хотя бы вперед, то сейчас я живу только сегодняшним днем. На данный момент ты можешь выдохнуть, пока нет в планах. Ну, хорошо, это хорошо. То есть у нас есть какие-то, у других спортсменов есть шансы занять какое-то Вы же первое спортсмены место. с большой буквы прекрасно всегда знаете, что шанс есть всегда и у всех. Алексей Ягудин продолжает всех держать в страхе, даже спортсменов, тонусе. спустя 20 лет после завершения карьеры. Если 25 спортивная практически. карьера, то только такая, как у Алексея Ягудина. Еще раз поздравляем вас. Мы желаем вам такой же красочной карьеры, Как у наполненной меня, да, кубками Леша? и всевозможными медалями, но золотым окрасом таким. Скажите, а вот все же сезон, что прошлогодний, что этот, плюс-минус, одни и те же соперники, которые выходят на лед вместе с вами, плюс-минус одни и те же города. Немножко есть ощущение, что как бы немного приелось? Или все же вы считаете, что каждый турнир – это что-то новое, отдельная страница и не только в вашей жизни? Я понимаю, вы, судя по вашим комментариям после Олимпиады, ну, разрывает изнутри. Конечно, хочется на международную арену, но мы пока здесь и отталкиваемся от того, что приходится переживать здесь внутренне. Ну, мы стараемся разнообразить для себя соревнования в России тем, что усложняем программы, какие-то новые элементы учим, пробуем себя в новых образах с новыми постановщиками. В этом году с нами начал работать Станислав Александрович Морозов. Это тоже для нас в новинку. Теперь это наш основной тренер. И что-то все равно всегда меняется. Каждый старт, он не похож на предыдущий. Но, конечно, уже есть небольшая усталость от соревнований исключительно внутри России, исключительно с ребятами, с которыми мы соревнуемся уже, ну, больше даже 4 лет, то есть это там 6. С Настей и Сашей мы вообще 9 лет соревнуемся. С пеленок, можно сказать. Да, на самом деле первый раз в Челябинске мы выступали с Димой ровно 10 лет назад на чемпионате России в 2016 году. Когда Евгения Медведева всех выигрывала с каскадом, который ей не засчитывали. Просто потому, что могла. У Алексея Николаевича юбилей. Сегодня у него день рождения. Соответственно, наверное, многих интересует вопрос, выступите ли вы у него на юбилее? Да, мы выступим 11 марта, будем выступать. Я там буду. Мы вас ждем. Ну, хорошо, что мы там места не разыгрываем. Да. А вообще хочется сказать, передать самые искренние слова поздравления Алексею Николаевичу. Это настоящая легенда фигурного катания. Это
тренер нашей юности, человек, который направил нас в нужное русло, в русло парного катания. И я уверен, что без его советов, без его работы нас бы здесь бы не было. Но я бы еще хотел сказать по поводу предыдущего вопроса, по поводу международных турниров и всей сложившейся ситуации. Очень хочется, чтобы спорт, как говорит МОК, по-настоящему был настоящим лучиком надежды. Надежды, да. И лучиком Последнее надежды заявление. без двойных стандартов. Потому что, к сожалению, пока мы именно и это наблюдаем. Мы уже прокатались 4 года без международной арены, и пора нас уже туда возвращать. Мы Ну, вот там этим должны быть. Лучиком надежды, как и сегодня, подстать. Но такой день, все-таки день весны, и такой мягкий, добрый. И хочется, что вот эти лучики надежды все-таки коснулись каждого из вас. И в апреле, надеюсь, когда пройдет заседание МОК, все же как-то они примут решение, что все-таки дать зеленый свет нашему российскому фигурному катанию, да и всему спорту нашей страны, в целом выход на международную арену. Ну, Леш, я думаю, ты со мной согласишься, что мы с ребятами можем общаться многие-многие часы напролет, но я думаю, им нужно немного отдохнуть. Еще раз, да, поздравляем. После победы Самый поздравляем. заключительный вопрос. Я слышал, что дорожка шагов у вас была немножко скомкана вот сегодня в выступлении. Это шуточная ремарка, и что вы не так плотно работаете над дорожками шагов. Он засланный казачок, его попросили это спросить. Вы понимаете, что это не я подсматривал Ну, ваши во-первых, тренировочный дорожка процесс. шагов у нас была позавчера. В произвольной программе дорожки шагов у нас нет. Зато был великолепный Тодос на первый уровень. Но нам есть... Зато какой! Потому что мы хотели быть первыми. Вот. Вот и сделали так дело. Сделали первый. Ну, ребят, мы вас поздравляем, но для наших зрителей, конечно же, сюрпризы не заканчиваются. И своими эмоциями после произвольной программы поделилась пара Анастасия Мишина, Александр Галямов. Смотрим. Дорогие друзья, это был очень непростой сезон, и мне кажется, у вас все в нем было. Были и победы, и разочарования. Нет, побед не было. На прыжковом была одна. Локальные победы, назовем так. Победы над собой и разочарования, были и недопонимания. Сезон очень сложный. И поэтому в такой чудесный светлый праздник, с которым, Настенька, я хочу вас поздравить, я хочу вам пожелать, чтобы все негативное у нас осталось позади, а дальше вперед вы шли, шагали дружно, вместе, командой и только в хорошем настроении. Саш, помогите мне, пожалуйста, поздравить Настю, и давайте найдем для Насти пару теплых слов. Расскажите, какая она, я бы сказал, терпеливая. Настя, да, терпеливая, яркая, уверенная, надежная, хладнокровная и стойкая. Даже неловко стало. Я очень рад, что вы в таком настроении, что вы улыбаетесь. Я так понимаю, что сегодня вы пытались сделать ставку на спокойный, надежный прокат, но и сегодня что-то не получилось. Настя, расскажите, что могло пойти не так? На самом деле настрой был хороший. Мы вышли, у нас на разминке все получилось. И не было каких-то предпосылок того, что пойдет что-то не так. Может быть, конец сезона просто. В целом тяжелый сезон как-то вот не складывается. Какой итог этому сезону можно подвести? Не то, что он не складывается, а такой опыт, это же тоже опыт, и какая-то, может быть, психологическая трансформация происходит внутри вас. Вы взрослеете. Каждый сезон не может быть удачным. И до этого у нас 2 сезона были очень хорошие. И, например, вот после Олимпийских игр 2022 года следующий сезон у нас был на спаде, я бы сказала. И, может быть, хорошо, что этот спад происходит сейчас, и в следующем сезоне мы уже будем набирать. Саш, какие ближайшие планы, какие желания сейчас, что больше всего хочется, как эмоционально разгрузиться? Ближайшие планы: мы с Настей выступим на дне рождения Алексея Николаевича Мишина. У него как раз сегодня день рождения, с чем мы его искренне поздравляем. Желаем благополучия, счастья и долгих лет жизни. А также, конечно же, у нас Кубок Первого канала, турнир по шоу-программам «Русский вызов». Поэтому у нас работы хватает, и как только приедем домой, возьмемся за дальнейшую работу и как-то забывать о фигурном катании, но нет никакого времени. Все-таки у нас также был большой перерыв после прыжкового чемпионата, и там можно было разгрузиться. Сейчас уже март такой очень плотный.
Спасибо вам большое. Знаете, что мы, как болельщики фигурного катания, и ваши болельщики, всегда рядом, и после неудачи, и после победы, всегда готовы вас поддержать. Спасибо. Ну что ж, а с нами сейчас двукратный олимпийский чемпион как раз в парном катании Максим Троньков. Человек, который знает абсолютно все. И как же сейчас не воспользоваться таким прекрасным моментом и спросить про итоги этого сезона, на твой взгляд, в общем и целом. Как идет развитие парного катания нашей страны и, собственно, над чем нужно работать в будущих сезонах? Ну, прежде всего, говоря о развитии, это здорово, что появилась еще одна пара в Перми, Чекмарева-Янченков, которые все-таки навязывают конкуренцию нашим лидирующим двум дуэтам, Байковой-Козловскому и Мишиной Галямову. В этом, наверное, главное развитие, что все-таки вот она, третья пара появилась, пара мощная, пара хорошо обученная, которая вот будущие 4 года, наверное, будет составлять лидером конкуренцию. Ну и наша русская классика, это Мишина Галямов, Байкова, Козловский. Весь сезон Саша после этой своей травмы, эпопеи с проваленной предсезонкой пытался восстановиться, как-то вернуться в этот соревновательный тонус. И, казалось бы, на чемпионате России по прыжкам мне показалось, что ребята вот нашли себя, обрели какую-то уверенность, очень четко выполняли элементы. Здесь опять этого не случилось. Еще, мне кажется, одна ошибка ребят в этом сезоне — вернуть вот этого Элвиса, эту программу. Да, ее очень любит зал, но если отмотать назад, они с этой программой тоже проигрывали. Они не выигрывали с этой программой Байкова-Козловского, вернули ее на этот сезон и опять весь сезон, получается, проиграли своим главным конкурентам. Нету чистого катания у пар. Вот это меня беспокоит. Сегодня ни одна пара чисто не откаталась. Кстати, ни одного чистого проката. С чем ты связываешь данное выступление? Большой перерыв после чемпионата России или просто уже усталость от достаточно насыщенного сезона? Мне сложно понять причину, почему пары не могут эти два злосчастных тройных прыжка выучить, Тулуп и Сальхов. То есть, казалось бы, ну ничего сложного. Валова, Васильев в 1984 году делали этот набор. И мы сейчас говорим о том, что нужно как-то вот напрячься и научиться прыгать Сальхов или Тулуп. Ну, не знаю, даже мне 12 лет назад я думал усложняться и прыгать флип, потому что, ну, как будто бы надо куда-то двигаться дальше. Если говорить о чистых прокатах, то, наверное, Байкова-Козловский можно назвать этот прокат максимально приближенным к чистому, потому что, ну, одна ошибка на самом сложнейшем элементе ультраси, который они единственные выполняют на четверном выбросе. Ну, за скобки вынесем этот элемент, тогда, может быть, вот один прокат можно ребят похвалить. Хотя потеря на Тодосе очень большая, и если бы было 2 чистых проката и проиграли бы Тодосом, ну, это прям было бы очень обидно. Ну а интрига на сегодня сохраняется. Совсем скоро на лед со своими произвольными танцами выйдут танцы, представители спортивные танцев на льду. Ну а пока что перед началом давайте посмотрим еще одно интервью Екатерины Чекмарева и Матвей Янченков. Друзья, вы знаете, я уже 7-й год работаю на большинстве турниров по фигурному катанию, и только сейчас хочу признаться, что на самом деле для меня фигурное катание всегда было на 2-м месте. Потому что никто и никогда не переубедит меня в том, что самое лучшее, что придумала наша вселенная, это женщины. Кать, мы поздравляем вас с Всемирным женским днем. Ну, о помощи здесь я хочу попросить у Матвея. Матвей, сформулируйте, пожалуйста, какие-то красивые слова, расскажите о том, какая Катя у вас прекрасная. Ну и всех женщин можно поздравить. Катя у меня очень интересная девушка, женщина. Она всегда красиво выглядит на любой тренировке. И характер у нее, вы бы знали. Обжечься можно. Я поздравляю всех женщин с 8 марта, свою маму, сестру и, конечно же, любимую мою партнершу Катю. А какое огромное количество женщин, девушек и девочек любят фигурное катание, любят ваш вид спорта. Давайте про него и поговорим. Я вас поздравляю еще с одним пьедесталом. Получается, на 2 главных турнирах в этом сезоне у вас есть медали. Довольны ли вы таким сезоном? Можно ли его в актив занести? Конечно, можно не записывать в актив прошлый наш сезон, потому что нас в нем не было. А этот сезон был хороший рабочий сезон. Мы залезли на 1-е место на Гран-при. Дальше, конечно, не удалось подняться выше 3-го места, но мы все равно довольны нашим результатом. Мы с вами после исполненной вами короткой программы обсуждали скорость вашу во время проката. Но, естественно, в длинной произвольной программе додержать ее физически тяжелее. Насколько сегодня с этим справились? И, в принципе, поподробнее расскажите о том, как прокат сложился. Не самый лучший прокат был все равно произвольной программы, но, в принципе, я довольна.
Наверное, потому что это конец сезона, и недовольным быть невозможно. Настраивались также, ну, я лично настраивалась, что также насладиться прокатом. Первую половину это почти получилось, а вот вторую уже там больше думал, как бы доехать. Как раз таки не хватило немножко физики. Да. Видимо, просто уже подустали. Уже немножко отдыхать нужно. Конец сезона. Конец сезона, совершенно верно. Самые главные старты позади. Какие планы? Чего хочется? Весна, в конце концов. Хочется поучаствовать еще на Кубке Первого канала. Съездим, может, еще на русский вызов. Если нас, конечно, пустят. Ну, а так скоро отпуск. Да, скоро отдых. Смелее улыбайтесь, хвалите себя, вы это заслужили, вы большие молодцы. И нам всегда очень приятно видеть ваше фигурное катание. Успехов вам и растите над Спасибо собой. большое. Спасибо.